Ультиматум Трампа Путину и Зеленскому. Американский президент требует немедленной встречи между президентами двух стран. Зеленский едет в Турцию и ждет на личный разговор Путина. Новый поворот в переговорах Киева и Москвы. Стамбульские переговоры, о чем могут договориться Украина и Россия, на каком этапе бросили прежние беседы в 2022 году. Ядерные переговоры Иран и США выдвигают друг другу условия. Чем закончилась встреча в Омане? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Зеленский вызывает Путина на дуэль. Конечно, перчатки не бросал и без дуэльного пистолета, но написал целый пост в Телеграм, где уточняет, что собирается встретиться с ним тет-а-тет в Турции 15 мая, в четверг. А еще ждет ответа на предложение о полном прекращении огня на 30 дней с 12 мая. Мы неоднократно слышали от партнеров, что они готовы усилить санкции против России, если Путин откажется от прекращения огня. Посмотрим. В Украине нет никаких проблем с проведением переговоров. Мы готовы к любым форматам. В этот четверг, 15 мая, я буду в Турции и ожидаю Путина в Турции лично. И надеюсь, что на этот раз Путин не станет искать причины, по которым он чего-то не может. Мы готовы говорить, чтобы закончить войну. Четверг, Турция. Президент Трамп поддержал. Все лидеры поддерживают. Глава украинского МИД Андрей Сибига сомневается, что Владимир Путин прилетит в Стамбул. Комментируя публикацию Зеленского, Сибига написал, цитирую, «Вот что делает настоящий лидер. Он не прячется ни за кого и ни за что. Крайне маловероятно, что российская сторона обладает хотя бы такой смелостью». Уже сегодня, 12 мая, между Украиной и Россией должно было заработать временное перемирие, которое поддержали США и европейские лидеры. Напомню, на выходных Макрон, Мерц, Стармер и Туск приезжали в Киев на переговоры с Зеленским. Как пишет издание «Политика», европейские лидеры усилили давление на президента России Путина, призвав его без всяких условий принять 30-дневное прекращение огня в Украине. И предупредили, в противном случае западные союзники введут новые санкции против Москвы и нарастят военную помощь Киеву. У Путина на то, чтобы подготовить ответ, ушло меньше суток. В ночь на воскресенье, как вы помните, он заявил, что предлагает Украине в четверг, 15 мая, возобновить прямые переговоры в Стамбуле. При этом о 30-дневном перемирии, на котором настаивает Киев и его союзники, он не сказал ни слова, но допустил, что перемирия могут быть после 15 мая. Однако скорость ответа удивляет представителей, например, Литвы. Это значит, что ультиматумы, которые Запад ставит Путину, работают. В этом уверен министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Тот факт, что Путин поспешил провести пресс-конференцию менее чем через сутки после того, как европейские лидеры при поддержке США потребовали немедленного перемирия, говорит сам за себя. Этот подход работает, и мы должны его придерживаться. Теперь важно довести дело до конца. Если российские орудия не замолчат к понедельнику, новый пакет санкций должен быть введен без колебаний. Жестким постом в соцсети X отреагировал на прямые переговоры, предложенные Путиным президент Франции Эммануэль Макрон. Любые переговоры возможны только после полного и безусловного прекращения огня, считает Париж. Макрон отметил, что Россия должна прекратить бомбардировки и продемонстрировать реальную готовность к миру, а не использовать переговоры как способ выиграть время. В Киеве вместе с президентом Трампом мы сделали четкое предложение. Безусловное 30-дневное прекращение огня, начиная с понедельника. Президент Зеленский взял на себя это обязательство без каких-либо дополнительных условий. Теперь мы ожидаем столь же четкого ответа от России. Не может быть никаких переговоров, пока говорит оружие. Не может быть никакого диалога, если в то же время бомбят мирных жителей. Прекращение огня необходимо сейчас, чтобы могли начаться переговоры. Ради мира. Но и это не последняя реакция на ночное заявление Путина. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский очень коротко и емко выразился про сигналы из Кремля. Липавский считает, что очаровываться словами Путина не стоит. Там миром и не пахнет. Далее цитата. «В то время как Украина и весь цивилизованный мир требуют прекращения огня,
Кремль предпочитает продолжение агрессии, написал глава МИД Чехии. А вот люди Трампа, в частности его спецпосланник по Украине Кит Келлог, наблюдая за действиями Кремля, сделал репост публикации премьер-министра Новой Зеландии, в которой идет речь о коллективной поддержке Украины и необходимости абсолютного прекращения огня, и написал следующее, цитирую его слова. Даже премьер-министр Новой Зеландии все понимает правильно. Как неоднократно заявлял президент Трамп, остановите убийство. Безоговорочное 30-дневное прекращение огня для начала, и уже в течение этого периода двигайтесь к всесторонним мирным переговорам. Иного пути нет. Конец цитаты. В свою очередь, Трамп призвал Украину согласиться на прямые переговоры с Россией в Стамбуле и заявил, что Путин не хочет покончить с войной. Президент США заявил, что Зеленский должен немедленно пойти на условия РФ. Давайте послушаем. Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а вместо этого предлагает встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное завершение кровопролития. Украина должна немедленно согласиться на это. По крайней мере, они смогут выяснить, возможна ли сделка, а если нет, европейские лидеры и США будут точно понимать, в какой точке находятся переговоры, и смогут действовать соответственно. Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на соглашение с Путиным, который слишком занят празднованием победы во Второй мировой войне, войны, которую невозможно было бы выиграть, даже близко, без Соединенных Штатов Америки. Проведите встречу сейчас же. Напомню, что первая реакция Украины на потенциальные стамбульские прямые переговоры с Кремлем вызвала бурное обсуждение как в украинском, так и российском сегменте интернета. Зеленский написал, что ждет от России подтверждения о прекращении боевых действий с понедельника, 12 мая. И если бои прекратятся, можно сразу, не дожидаясь 15 мая, садиться за стол переговоров. Цитирую слова Зеленского: «Это хороший знак, что россияне наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ждали, и самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня». Такой тон не понравился представителям России. На слова Зеленского моментально был готов ответ российского Министерства иностранных дел: никакого перемирия с 12 мая не будет. Просто в офисе Зеленского недопоняли Владимира Владимировича, пояснила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. И добавила, что Путин четко высказался: сначала переговоры о первопричинах конфликта, а затем можно будет подумать о перемирии. Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России. А Анкара услышала Путина. Эрдоган, как известно, подтвердил, он готов внести свой вклад в мир, в частности, заняться организацией переговоров. Но прежде чем сделать это заявление, Эрдоган созвонился с Макроном, а потом набрал Путина. Про детали звонка последнему рассказала пресс-служба турецкого лидера. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган выразил удовлетворение заявлением Путина о готовности возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле с того места, где они были прерваны. Он подчеркнул, что Турция готова выступить принимающей стороной для переговоров, которые приведут к устойчивому решению. Глава турецкого государства также отметил, что открывается окно возможностей для достижения мира, и подчеркнул, что всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимую атмосферу для продолжения мирных переговоров. Еще одна неожиданность – поездка госсекретаря США Марко Рубио в Турцию, которая запланирована на 14-16 мая. Визит состоится в те дни, которые ранее в своем предложении по переговорам с Украиной упомянул Путин. Однако на официальном сайте Госдепартамента США уточнили, что Рубио отправится в Анталию, цитирую, для участия в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО, где будут обсуждаться приоритеты безопасности для Альянса, включая увеличение оборонных расходов стран-участниц и прекращение войны между Россией и Украиной. В преддверии саммита НАТО, который пройдет в Гааге в июне этого года, секретарь будет продвигать повестку президента Трампа, направленную на то, чтобы союзники вносили справедливый вклад в укрепление и повышение эффективности НАТО. В комментариях под новостями о возможном перемирии между Россией и Украиной с 12 мая россияне активно обсуждают перспективу прекращения огня. Часть граждан высказывает осторожный оптимизм, считая перемирие необходимым шагом к деэскалации конфликта и спасению жизни. Однако другая часть населения явно за продолжение войны. Некоторые считают, что перемирие может быть использовано Украиной и Западом для перегруппировки, усиления позиций на фронте. Далее предлагаю послушать голоса людей, записанные в Москве. Хочется мира.
потому что все-таки братья славяне, как говорится, мы друг друга убиваем. Это никому из нас не выгодно. Хотелось бы, чтобы уже перестали настраивать их против нас и нас против них. Ну, я думаю, что решать только Владимиру Владимировичу. Все, больше никак. Он видит всю картинку в целом. И в этой ситуации только ему придется довериться, потому что мы не видим всей картинки на самом деле. Конечно, я за то, чтобы идти дальше. А вот украинцы, говорят, давно знают цену таких перемирий. Очередная дата, 12 мая, вызывает у жителей Киева смешанные чувства. Несмотря на надежду на прекращение боевых действий, многие с недоверием относятся к намерениям Кремля и лично Путина. На улицах столицы Украины люди признаются, что устали от войны, но не готовы к компромиссам ценой территориальных уступок. Предлагаю послушать. Путин тянет время. Это абсолютно пустые разговоры, которые ничего за собой не несут. Он тянет время и откладывает на четверг, потому что, как я читала новости, 12-13 закрывают воздушное пространство над Капустиным Яром, то есть мы будем ждать очередную атаку. И США тоже предупредили об этом. Я сам из города Изюма. Мы с женой почти 2 недели жили в подвале без отопления, без воды, без запасов еды. У меня в доме 14 человек засыпало, погибло. В соседнем доме, через дорогу, 54 человека заживо в 22 году погибли. И мы потеряли почти все. Постоянно на грани выживания находишься. Плюс постоянные обстрелы. Плюс постоянная моральная нагрузка. Дай бог, чтобы война все-таки каким-то образом закончилась. И здесь важно напомнить, что Кремль предлагает возобновить, по сути, стамбульские переговоры, которые состоялись весной 3 года назад. Тогда Украина выразила готовность к нейтральному статусу при международных гарантиях безопасности. Россия, в свою очередь, требовала от Киева отказа от вступления в НАТО, признания Крыма российским, независимости так называемых ДНР и ЛНР, а также демилитаризации Украины. Переговоры провалились после событий в Буче под Киевом. И теперь к другим новостям. Новый Папа Римский Лев XIV выступил на площади Святого Петра в Ватикане с первым воскресным обращением к верующим. Он призвал мировые державы положить конец войнам, напомнив о 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Понтифик выступил за подлинный и прочный мир в Украине, прекращение огня в Газе и освобождение всех израильских заложников. Также он приветствовал перемирие между Индией и Пакистаном и назвал мир чудом, о котором молится весь мир. На выступление папы пришли около 100 тысяч человек. Огромная трагедия Второй мировой войны завершилась 80 лет назад, 8 мая, унеся жизни 60 миллионов человек. В нынешней драматической ситуации, которую Папа Франциск неоднократно называл Третьей мировой войной, ведущейся по частям, я тоже обращаюсь к великим мира сего с все еще актуальным призывом: больше никакой войны. Я несу в своем сердце страдания любимого украинского народа. Пусть будут приложены все усилия для достижения подлинного, справедливого и прочного мира как можно скорее. Пусть все пленные будут освобождены, а дети вернутся к своим семьям. Ядерные переговоры в Маскате, столице Омана, закончился 4-й раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе. Переговоры, которые идут с апреля, в основном непрямые, с использованием посредников от Омана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал последний раунд более серьезным и детальным, отметив, что процесс движется вперед. Но дата следующей встречи пока не определена. Основным препятствием остается вопрос обогащения урана, с которым не согласны США. Иран готов снизить уровень обогащения, но полностью от него не откажется, что является красной линией для Вашингтона. С нашей точки зрения, обогащение – это вопрос, который обязательно должен продолжаться, и здесь абсолютно нет места для компромиссов. Его масштабы, уровень или количество могут подлежать определенным ограничениям. Например, для укрепления доверия, как это было в прошлом, но сам принцип обогащения является абсолютно неналаживаемым. То же самое касается вопроса санкций. Что мы имеем в виду под переговорами? И чего мы ожидаем от переговоров? Это, естественно, снятие санкций, что при любых обстоятельствах остается одним из основополагающих столпов нашей переговорной позиции. Трамп заявляет, что цель США не допустить обладания Ираном, соседом Израиля, ядерным оружием. Вашингтон настаивает на сворачивании ядерной программы Ирана, хотя официальный Тегеран и заявляет, что она не направлена на создание ядерного оружия.
Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.